Удар по школе-интернату в Судже под Курском. Россия обвиняет Украину. Украина заявляет, что РФ сбросила бомбу. Украинский депутат призвал убить Путина, чтобы немцы, французы и поляки могли экономить на коммуналке. Россия готовит новое наступление. Где и когда? Кроме того, расскажем в выпуске о планах Кремля, которые публикует Financial Times. Всем привет! Время Прядко. Коротко, четко и по делу о главных событиях дня. Все, что нужно знать, вы узнаете от меня. Буду благодарен за подписку, комментарии и репосты. Также под каждым видео жду ваших ответов на мои вопросы. Что ж, время начать. Россия продолжает бить по своим. Накануне армия Путина сбросила авиабомбу на здание школы-интерната в Судже, где находились десятки местных жителей, которые готовились к эвакуации. Российская сторона владела информацией о том, что в интернате находятся исключительно гражданские, местные жители, среди которых женщины и дети. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, который контролирует данный населенный пункт в Курской области. Представитель комендатуры ВСУ в Судже Алексей Дмитрашковский заявил следующее. 95 человек оказались под завалами, из-под обломков слышны стоны и крики людей. Напомню, что среди них большинство пожилые и лежачие. Силами военной комендатуры ведутся поисково-спасательные работы, отметил Дмитрашковский. Так называемые милитари-блогеры РФ при этом обвиняют Украину в обстреле, то есть якобы украинцы сами ударили по территории, которую же и контролируют. Напомню, что это старая тактика россиян утверждать, что они не стреляют по мирным жителям, а удары по своим же наносят исключительно украинские силы обороны. До этого момента Украина контролировала Суджу на протяжении 6 месяцев, как и другие населенные пункты приграничья России, и подобных инцидентов не происходило. Сами же россияне, остающиеся на подконтрольных Украине территориях в Курской области, говорят, что Россия бомбит своих же. Российская армия готовится к затяжному наступлению в Украине. Российское военное командование демонстрирует готовность проводить операции, которые могут растянуться на 6-9 месяцев. Так считают аналитики Американского института изучения войны. В своем отчете они пишут, что, судя по всему, российские командиры исходят из предположения или обладают точной информацией о том, что Путин не намерен завершать войну в Украине в ближайшее время. Аналитики отмечают изменения ситуации на востоке Украины, в частности в районе Харьковской области. Ранее россияне не придавали должного значения линии Купянск-Боровая-Лиман, однако теперь захват Купянска, вероятно, станет долгосрочной целью. Для его окружения российским войскам необходимо преодолеть 25-30 километров, форсировать реку Оскол, наладить логистику, захватить мелкие населенные пункты и отбивать украинские контратаки, пишут аналитики. Кроме того, они считают, что оккупанты не стремятся к быстрому продвижению и, вероятно, исходя из того, что война затянется до окончательного военного поражения Украины, пишет ЕСВ. Путин неоднократно заявлял, что стратегия России заключается в постепенном и неуклонном продвижении на территорию Украины. Он также не раз давал понять, что не заинтересован в мирном урегулировании конфликта, если условия не будут полностью соответствовать его требованиям. Аналитики пишут, что главные цели Путина – это свержение украинского правительства и полное уничтожение украинской армии. И российское военное руководство, судя по всему, принимает эту стратегию как неизменную. Каковы ваши мысли по поводу такой стратегии Кремля? Оставьте свой комментарий, пожалуйста, под этим видео. В Украине увеличилось количество жертв российского удара по многоэтажному дому в Полтаве. В РФ назвали такой обстрел групповым ударом по газоэнергоинфраструктуре. Удар же убил целые семьи. Далее эмоциональное видео с места событий. В этом будинку у меня погиб сын, невестка и внучка. Вся семья, молодые люди, 37 лет, внучке 9 лет. Поэтому, чтоб оно сдохло вместе с Путиным, вся Россия. Ее теперь 100 лет будут все ненавидеть. Как вас звать? Меня звать Игорь. Игорь? Да. Зеленский накануне заявил, что РФ выпустила 165 ракет и дронов только за одну ночь. Заявил, что нарушение санкций, введенных против России, должно трактоваться как соучастие в войне. Тот, кто помогает россиянам уничтожать жизни, должен за это отвечать. В то же время на Западе, в частности в Вашингтоне, активно говорят о будущих выборах в Украине.
Там открыто намекают на смену президента. Об этом пишет Рейтер и уточняет, украинское законодательство прямо запрещает проведение президентских и парламентских выборов в условиях военного положения. Бывший западный чиновник выразил обеспокоенность давлением США на проведение выборов, отметив, что отмена военного положения может привести к тому, что мобилизованные военные покинут армию. Во-вторых, спровоцирует отток валюты и заставит большое количество мужчин призывного возраста бежать к границе. Кроме того, по словам источника, это может вызвать политическую нестабильность, поскольку сделает Зеленского хромой уткой, ослабив его власть и влияние, а также усилит борьбу между потенциальными преемниками. Если Трамп будет давить на Зеленского, требуя проведения выборов, Вашингтон тем самым сыграет на руку Путину, который недавно поставил под сомнение легитимность украинского президента, отметил бывший западный чиновник. Американские чиновники мало верят в то, чего так хотят в администрации Трампа, речь о выборах в Украине уже в этом году. Точно так же они не верят в достижение мирного соглашения в ближайшие месяцы, о чем накануне говорил советник Трампа по Украине Кит Келлог. О смерти Путина говорят и украинские депутаты. В парламентской ассамблее Европы депутат Алексей Гончаренко заявил, что убийство Путина сэкономит 30 евро на коммуналке каждому немцу, так как из-за войны РФ против Украины за последние 2 года коммуналка в Германии выросла именно на 30 евро. Гончаренко говорит, что смерть Путина выгодна не только Украине, но и каждому немцу, французу, венгру, поляку и болгарину. I can tell you, to kill Putin means minus 30 euros per person in bills for electricity for each German. Very important. To kill Putin, it's minus 100 euros for each month for each Hungarian on fuel for their car. Very important. To kill Putin, it means minus 1 euro in price of croissant in France. I think it's very important. This is a very important concrete things, and by this we need to show people why we need to do this. That this is not just, our revenge or something. This is the best possible investment we can do. We are looking for great investments. The best possible investment in the world today is to kill Putin. А что вы думаете о заявлениях Гончаренко? Делитесь своими мыслями также в комментариях. У Путина же другие цели, о них пишет Financial Times. Первая цель – это выживание его режима в России. Вторая – восстановление исторической империи России. Третья – разрушение основанного на правилах мирового порядка и системы европейской безопасности, сложившейся после 1945 года. И четвертая цель – прекращение и отмена расширения НАТО, а также присутствия США в Европе. Благодарю за просмотр, лайк и ответы на мои вопросы. Если вы досмотрели до этого момента, говорю вам большое спасибо и прошу подписаться, чтобы быть в курсе важных новостей. Подписка важна и для меня, и для продвижения видео. Если вам нравится мой контент и вы хотите поддержать канал, вы можете оформить спонсорство или нажать на кнопку «Спасибо». Это очень помогает в развитии проекта. Ваша поддержка делает возможным выпуск новых видео. До встречи!